Всем привет! Сегодня мы будем шить вот такую подушку-игрушку. Это радуга. Ее можно использовать и в качестве бортика в кроватку, если пришить к ней ленты, либо как обычную декоративную подушку. Она очень мягкая, она отлично будет смотреться в детской комнате. Ссылку на выкройку я оставлю под видео. Чтобы правильно распечатать выкройку, лучше всего использовать браузер Google Chrome. Для этого в настройках печати вы выставляете стопроцентный масштаб и после этого запускаете печать. Для проверки масштаба, особенно если вы пользуетесь какой-то другой программой, сначала распечатайте страничку с тестовым квадратом для того, чтобы проверить правильность масштаба. В каждой нашей инструкции к выкройке есть план раскладки. По этому плану нужно разложить листы для того, чтобы затем их правильно склеить. Чтобы их склеить, одну часть рамочки нужно срезать и наклеить на соседний лист согласно плану раскладки. Обязательно вот эти стрелочки должны быть стык в стык, линии должны быть продолжением, и водяной знак также должен быть продолжением. Если все верно, значит выкройку вы склеили и распечатали правильно. Такую подушку можно сшить как из велюра, так и из обычной хлопковой ткани. В данном случае я выкроила детали из велюра. Если вы кроите из велюра, обратите внимание, что все детали прикладываются к сгибу. Сгиб — это у нас направление долевой нити. А также смотрите, чтобы каждый из цветов ворс был в одном направлении. У меня ворс расположен вверх. Если на вот этих деталях ворс у вас вверх, то и на облаках ворс должен быть вверх. Начинаем пошив с самых нижних деталей. Для этого на деталях обязательно делаем рассечки центра деталей. Таким образом нужно сделать рассечки на всех цветах. После этого разворачиваем детали, совмещаем середину и скалываем детали, начиная от середины. Можно также сколоть край детали и уже распределять таким образом, чтобы детали были равномерно сложены друг к другу. Таким образом я сколола две детали и далее идем стачивать на машинку. И таким же образом мы поступаем с каждым следующим цветом. Для пошива велюра я использую иглу Super Stretch номер 75, нитки обычные 40 номер. В начале и в конце строчки обязательно делаем закрепки. Обязательно соблюдаем припуск, он у нас 1 сантиметр, и строчку стараемся делать ровную, так как от этого будет зависеть, одинаковые ли будут полосы. И если вы будете, например, строчка у вас будет сначала уже, потом шире, на лицевой стороне это будет очень заметно, так как цвета у нас разные. И после этого делаем вот такие небольшие рассечки по всей детали, где мы проложили строчку, не доходя примерно 2-3 миллиметра до строчки.
После того, как стачали все полосы, нам нужно разутюжить вот эти вот шовчики. Это мы делаем аккуратно, не сильно прижимая утюг к поверхности. Таким образом, проходя каждый цвет. Затем отутюживаем деталь уже с лицевой части, обязательно через проутюжильник. Затем берем вот эту деталь большой выкройки, прикладываем ее к середине. У нас здесь стоят рассечки. И накладываем облако. Таким образом закрепляем, тоже прикалываем к цветной детали. И теперь вот эти вот места мы будем настрачивать зигзагом. Сразу прикалываем облачко, ко второй стороне также прикладывая выкройку. Заранее сделайте настройки на машинке на строчку зигзаг, проверьте на кусочки ткани. Далее обратите внимание, что вот этот уголочек у нас должен быть ровно 1 сантиметр в эту сторону и 1 в эту. И настрачивать мы зигзагом начинаем вот с этого уголочка. После того, как настрочили, нам нужно срезать вот этот вот лишний припуск максимально близко к строчке. И снова через проутюжник приутюживаем вот это вот место. Накладываем деталь на отрез хлопка и аккуратно раскладывая, прикалываем булавками. Теперь аккуратно по краю мы настрачиваем деталь из велюра на хлопок. Строчку делаем примерно 4-5 мм от края. После того, как настрочили деталь, ее нужно сноровить, то есть срезать вот этот вот лишние припуски из хлопка. Мы настрочили эту деталь на хлопок для того, чтобы в процессе эксплуатации у нас вот эта часть из велюра не растягивалась. И далее мы снова накладываем деталь на хлопок и вырезаем теперь обратную сторону нашей подушки именно по той детали, которая у вас получилась. Выкроили обратную сторону подушки, также выкраиваем вот такую полоску. Шириной она должна быть 6 сантиметров, длиной 220. Я выкроила 2 полоски 110 сантиметров и просто их стачаю. Начинаем притачивать вот эту ленту. Ленту я начинаю притачивать от шва, вот от этого, чтобы он у меня был вот в этом месте сбоку у подушки. Накладываем лицом к лицу. И ширина шва у нас 1 сантиметр. Мы притачиваем вот эту ленту на всю деталь.
Вот в этом месте обязательно смотрите, чтобы шов у вас доходил до строчки зигзаг, чтобы вот эти вот припуски все у нас ушли внутрь. Вот на этих закруглениях ткань на ленте можно рассечь миллиметров на 5 для того, чтобы они у нас более плавно ложились на закругленные детали радуги. Когда лента закончилась, вот этот край вот таким образом подворачиваем и продолжаем до конца делать строчку. Далее начинаем опять от шва, только уже по радуге шить. Когда мы подошли к концу, мы продолжаем строчку. У нас здесь останется небольшой кончик, который мы просто срежем потом вровень вот с этим срезом, который у нас отогнут уже. Мы заходим на эту же строчку, которая у нас была, и чуть дальше прокладываем ее. Лишнее обрезаем. Далее мы обязательно делаем надсечки вот в эти уголочки у облачка закруглений. И обязательно по всем закругленным частям. Вот таким образом должно получиться. Далее отмечаем середину здесь и здесь. И накладываем обратную часть нашей подушки, совмещая эти рассечки. Скалываем булавками. И вот в этом месте мы оставляем отверстие для набивки подушки. То есть начинаем строчку с одного конца и заканчиваем, не доходя до строчки. Отверстие должно быть такого размера, чтобы у вас поместилась туда рука. Скололи булавками и начинаем стачивать. Детали стачали, сделали рассечки и теперь выворачиваем. Набивать я буду аэропухом, но в качестве наполнителя подойдет любой наполнитель, которым набивают мягкие игрушки. После того, как набили, зашиваем вручную потайным стежком вот это отверстие. Далее хорошенько отутюживаем подушку, придавая ей более плоскую форму. Такая подушка у нас получилась. Надеюсь, мастер-класс вам понравился. Буду ждать ваши отзывы и комментарии.